Сегодня, 1 июля, крупнейшая биржа мира технически вне закона в Европе. Ни завтра, ни скоро, уже сегодня. И это только начало того, что произошло с криптой в ЕС за последние 24 часа. Меня зовут Юрий Овчаров, ты на канале Путь к богатству. И сегодня разбираем регламент МиКа и то, как это скажется на оборот криптовалюты в Европе и вообще в мире. Markets in Crypto Assets, или сокращенно МиКа, это общий регламент ЕС для криптовалюты. Его разрабатывали с 2023 года, ввели поэтапно и всем игрокам дали переходный период. Разрешили работать по старым национальным лицензиям, пока не получат новую единую европейскую. Этот период закончился вчера в полночь. Смотри на масштаб. До внедрения МиКа в странах Европы по национальным правилам работало более 1200 компаний. Однако сегодня, по разным данным, лишь около 200 компаний конвертировали свои регистрации в новый общий европейский стандарт. По оптимистичным оценкам это около 17%, по более пессимистичным около 7%. В зависимости от того, как производить подсчет. Прошли Coinbase, Kraken, OKEX, Crypto.com, Bitstamp, Bitpanda, но не прошел Binance. Первое, что ты уже мог заметить, если торгуешь в Европе, USDT пропал. Не пропадет, уже пропал. Coinbase убрал его для пользователей из ЕС еще в декабре 2024 года. Kraken в начале 2025. Crypto.com вместе с еще 9 токенами. Binance не делистил его полностью, а просто заблокировал его по географическому признаку все пары с USDT. Важное уточнение, это не запрет владеть или переводить USDT. ESMA прямо говорили, что это не нарушение закона, но запрет касается именно листинга на регулируемых биржах и предоставления этими биржами доступа для пользователей из Евросоюза. Binance подала заявку на лицензию в Греции еще в январе. Заявку рассматривали 3 регулятора сразу: Греция, Ирландия, Латвия. И по данным Reuters, вопросы у них были не к документам компании, а к ее репутации. Сможет ли сооснователь Binance Changpeng Zhao пройти тест на Fit and Proper для владельцев бизнеса? Это стандартный регуляторный тест, который применяют финансовые регуляторы не только в крипте, он давно используется в банковском и инвестиционном секторе при оценке владельцев, топ-менеджеров и ключевых лиц компаний, которые претендуют на лицензию. Регулятор проверяет не документы и не бизнес-модель как таковую, а репутацию и личное качество конкретных людей, которые управляют компанией или владеют в ней значимой долей. Обычно оценивают честность и репутацию, компетентность, финансовую устойчивость, например, нет ли у человека серьезных личных банкротств или долговых проблем, и прозрачность структуры собственности. Если хотя бы один из ключевых людей не проходит по тесту, регулятор может отказать в лицензии всей компании, даже если формально с документами и капиталом все в порядке. Для Binance это проблема, потому что у Changpeng Zhao есть признанная вина по делу об отмывании денег в США в 2023 году. Он лично признал вину и ушел с поста SEO, а компания заплатила штраф свыше 4 миллиардов долларов. Именно это, по данным Reuters, и стало камнем преткновения для греческого регулятора. Вопрос был не в том, насколько правильно оформлены бумаги, а пройдет ли Changpeng Zhao как бенефициар и ключевое лицо тест на репутацию. Но что интересно, 24 июня, за неделю до дедлайна, Binance сама отозвала заявку, чтобы не получать официальный отказ. А через 2 дня разослала письма пользователям во Франции, Италии, Польше и Испании, что с 1 июля сервисы ограничены. Так в чем же конкретно состоят ограничения МиКа? Перед тем, как мы продолжим, напомню, что у меня есть телеграм-канал, и вот эта вот статья, большой разбор, который я подготовил, были опубликованы в моей телеге. То есть, если ты был подписан, ты знал это еще вчера. Дело в том, что не всегда есть возможность оперативно снять видео на YouTube. Так, например, у меня полетела техника, и я занимался и до сих пор занимаюсь восстановлением всей информации и роликов, которые готовились и находились в обработке. Это все требует времени, а изменения могут произойти быстро. Поэтому, чтобы оставаться на связи и иметь возможность реагировать оперативно на ситуации, которые касаются рынка и инвесторов, подписывайся. А также под закрепленным сообщением найдешь бонусы для новых подписчиков. Как работать с криптой легально, мой публичный криптопортфель, мой авторский индикатор, и познакомишься с моей книгой, которая расскажет, как инвестировать в криптовалюту и грамотно управлять риском. Ну а мы продолжаем. Во-первых, кого это касается уже сегодня? Граждан ЕС, налоговых резидентов ЕС и людей, кто
территориально проживает на территории Евросоюза, тех, кто при регистрации на бирже указывал европейские документы или европейский адрес регистрации, прописки, то есть ВНЖ, зарубежные банковские счета, которые подтверждают адрес проживания, другие зарубежные документы, которые могут дать географическую привязку к странам ЕС, а также люди, которые используют VPN с IP-адресом, который локализован в Европе, потому что некоторые биржи трекают использование именно по IP-шнику и могут таким образом просто ограничивать доступ. Для таких людей, которые проживают не на территории Евросоюза, самое простое это просто использовать VPN с другим адресом. Также важно понимать, что Европа задает стандарты всему миру. То есть сейчас это страны Европейской экономической зоны. Постепенно, в ближайшем обозримом будущем, это страны-кандидаты в Евросоюз, которые находятся на рассмотрении и планируют вступить в ЕС. То есть вряд ли это произойдет прямо сейчас, прямо сегодня, но в ближайшем будущем эти требования также придется выполнять. Ну и то, что сегодня выглядит просто как диковинка Евросоюза, постепенно рискует стать общей мировой нормой, поскольку страны с прозрачным финансовым регулированием, с мониторингом, такие как Евросоюз, США и другие экономические зоны с адекватным нормальным регулированием, такие как, например, Сингапур, постепенно будут переходить на эти стандарты. Но что это за стандарты? Ведь МИКА это не только лицензии, но и беспрецедентный контроль за движением капитала. Так называемое Travel Rule правило, которое говорит о том, что при каждом переводе криптовалюты лицензированная биржа обязана фиксировать и передавать данные об отправителе и получателе. Также есть правило DAC-8, согласно которому европейские биржи будут автоматически передавать данные о транзакциях всех клиентов в налоговые органы Евросоюза. Так что же делать простым людям? Ну, во-первых, проверить, по каким документам ты прошел процедуру KYC и какой адрес указал при регистрации. Являешься ли ты налоговым резидентом ЕС? Если да, то эти нововведения напрямую тебя касаются. В таком случае проверь, твоя биржа или площадка входит ли в реестр провайдеров ESMA. Если нет, то твои счета могут быть заблокированы уже сегодня. Если не заблокированы, то самое простое и правильное это вывести деньги с такой организации, чтобы не рисковать лишний раз и потом не заниматься долгой процедурой восстановления аккаунта и вывода средств. Прошлое решение использовать некастодиальные кошельки, это холодные кошельки вроде Ledger, Trezor, Keystone, SafePal, физические устройства для хранения криптовалют, а также горячие кошельки, такие как MetaMask или Trust Wallet, или тот же SafePal в формате приложения без устройства на телефоне. Они не попадают под прямое действие МИКа, так как пользователь сам владеет своими приватными ключами. Ну и, конечно, соблюдать осторожность, поскольку при попытке перевести деньги со своего кошелька на биржу, транзакция подвергнется процедурам строгой идентификации, и если на кошельке была какая-то криптовалюта, которая, например, является грязной, или была транзакция с подсанкционного кошелька, то это может повлечь к блокировке аккаунта и дополнительным вопросам со стороны биржи, которая уже будет соблюдать регуляцию. И да, стейблкоин, на который стоит обратить внимание, это не USDT, а лучше рассматривать USDC или EURC от компании Circle. Они сейчас единственные топ-10 стейблкоинов, с которыми можно работать в еврозоне. Это только 1 июля и только начало. Дальше вопрос, получит ли Binance лицензию во Франции и что будет с остальными компаниями, которые не успели получить лицензию. Смогут ли они получить ее в будущем и работать на рынке Евросоюза, или же постепенно они будут переориентированы на другие рынки. И подхватят ли эту волну другие страны, другие юрисдикции. Соответственно, будет ли это общемировой тренд или локальный европейский, я думаю, скорее общемировой. Вопрос, как скоро. Не забывай подписаться на канал, поставить лайк и показать своим друзьям. Подписаться на телегу, чтобы не пропускать обновления и обзоры ключевых событий, которые влияют на работу с криптовалютой и с деньгами в целом. Ну а на этом у меня все. Увидимся в следующих видео. И, конечно же, всем профита.